Америка сожжет 500 тонн своего печенья. Как паралич работы USAID ударил по нуждающимся и почему печенье на $800 тысяч будет брошено в топку. Стремительное наступление россиян у границ с Днепропетровской областью. Украинские военные аналитики выступили с заявлением: «Ложь нас всех погубит». Что идет не так? Кремль требует, чтобы Запад давил на Зеленского. В то же время Киев заявляет о необходимости встречи Зеленского и Путина. Так кто же не хочет переговоров? Трамп ставит Европу в неудобное положение. Новая схема американского президента шокировала Брюссель. Американские базы под прицелом, удар по президенту и Министерству обороны, воздушное пространство НАТО нарушено. А правительство Польши тем временем обвиняет Лукашенко в нападении на границе. Обзор самых важных событий. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядку». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Воздушное пространство НАТО нарушено. В центре внимания вновь Литва. Страна, в которую лишь на прошлой неделе залетел российский дрон Гербера, вновь заявляет о прилете беспилотника. БПЛА был подавлен антидроновым оборудованием. Заявляют в Вильнюсе и говорят, что после этого он рухнул. В Литве уверены, миссия тех, кто запустил этот беспилотник, была провалена. Упал дрон в районе населенного пункта Вилканяй. В Литве уже заявили, дрон прилетел из Беларуси и не был военным. Он часть в цепочке контрабандистов. Их используют контрабандисты для незаконной транспортировки сигарет в Литву. В этом году пограничники перехватили 34 беспилотника, с помощью которых, предположительно, пытались переправить сигареты из Беларуси. В прошлом году контрабандисты лишились 54 таких аппаратов. Количество перехваченных воздушных шаров, также используемых для транспортировки сигарет из Беларуси, составило 226 в прошлом году и 348 в этом году. Напомню, 10 июля в Литве впервые зафиксировали падение российского беспилотника типа Гербера. Он легкой конструкции из пенопласта и фанеры. Его оснащают видеокамерой, антеннами и радиомодемом, что позволяет аппарату работать даже в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы. В то же время уже 12 июля, по сообщениям украинской разведки, вертолет Ми-24 воздушных сил Беларуси уничтожил такой же беспилотник над своей территорией, летевший в сторону Украины. Обломки упали в Гомельской области. В Беларуси этой информации не подтверждали, но граждане республики неоднократно выкладывали видео пролета дронов РФ над территорией страны. Мэр латвийского города Огре попал под российский обстрел и был ранен в Украине. Латвийская пресса пишет, что под ударом оказался Эгилс Хелманис, который находился в командировке. Не просто с визитом, а вез гуманитарную помощь и автомобили для украинских военных. По данным латвийского радио, он регулярно участвует в таких поездках с самого начала Большой войны. На этот раз колонна везла около 20 машин и другое оборудование. Где именно произошел инцидент, не раскрывается. Уточняется лишь, что вблизи линии фронта. Мэру оказана медицинская помощь, его состояние стабильное, угрозы жизни нет. Госпитализация не потребовалась. Хелманис вернется в Латвию самостоятельно. Маршруты таких миссий остаются засекреченными по соображениям безопасности, говорится в сообщениях СМИ. Российские войска стремительно движутся к административной границе Донецкой и Днепропетровской областей, занимая посадки, села и позиции, которые оказываются на их пути. Об интенсивности такого продвижения пишет мониторинговый канал Deep State, который ежедневно информирует о ситуации на линии фронта. Аналитики канала также пишут цепляющую фразу «Ложь нас всех погубит», намекая на то, что часть информации подается гражданам недостоверно. Deep State пишет, что основной целью для ВС РФ в Донецкой области является полный контроль над этой областью. Кроме того, еще одна цель – достичь и пересечь административную границу двух областей. Но большой составляющей успеха врага является ложь в докладах с мест о реальном положении дел, что мешает оценивать риски и реагировать на изменения обстановки сверху. На участке от Зеленого Гая до Зеленого Поля, где командирам дали возможность без последствий сообщить о ситуации, они продолжили действовать по-старому. И это огромная проблема, которая несет за собой катастрофические последствия. Ложь нас всех погубит. В России при этом сообщают, что армия РФ открыла путь к еще одному участку границы с Днепропетровской областью.
Европейцы оказались в недоумении от заявлений Трампа. Европа не знала о новой схеме американского президента, который предложил, чтобы европейские союзники закупали американское вооружение, а потом передавали его Украине для ее нужд. В ЕС об этих планах узнали только во время пресс-конференции Трампа, и пока еще нет договоренности, кто и какое оружие будет передавать. Часть стран уже отказалась от таких планов по закупке, пишет западная пресса. В то же время о словах поддержки Украины говорят в Кремле. Там считают, что даже те страны, которые будут передавать Киеву вооружение из США, дают сигнал о продолжении войны, а не о ее завершении. У Путина заявили, надеются, что Запад окажет давление на Зеленского для того, чтобы состоялся новый этап переговоров между Киевом и Москвой. Мы всех призываем это сделать. Главными являются посреднические усилия США, президента Трампа и его правительства, команды. Много заявлений было сделано. Много слов о разочаровании. Конечно же, хотим надеяться, что параллельно с этим оказывается давление на украинскую сторону. Потому что сейчас это выглядит так, что все слова поддержки украинская сторона воспринимает не как сигнал к миру, а как сигнал к продолжению войны. Слова Пескова уже проанализировали в МИД Украины. Там заявили, что позиция Кремля, далее цитата, «дезинформация, пропаганда и сокрытие настоящей реальности». Конец цитаты. Министр иностранных дел Сибига говорит, что Украина не препятствие к миру и вновь настаивает. Киев считает действенной встречу Зеленского и Путина, а поэтому готова к переговорам. Было бы хорошо, если бы в этой встрече участвовали другие лидеры, в первую очередь президент Трамп, наши европейские коллеги, президент Эрдоган. И мы считаем, что такая встреча может привести к качественным изменениям в достижении, прежде всего, прекращение огня на суше, на море, в воздухе, который откроет путь для дальнейших, более широких переговоров с российской стороной. Мы готовы к таким переговорам в любом формате, в любой географии, чтобы достичь справедливого мира. Сибига, напомню, накануне принимал участие в заседании Люблинского треугольника. С главами МИД Польши и Литвы говорили о ситуации с безопасностью в Украине и регионе, в частности, с учетом общей границы с Россией и Беларусью. Там же Сикорский заявил, что Россия ударила по Польше, в частности, по польской компании в Виннице, в ночь на 16 июля и обвинил Москву в агрессии. Что касается атаки на польскую компанию, а также на другую международную компанию в Виннице, возможно, с американским капиталом, то Барлинек уже опубликовал заявление. Польские компании страдают от того же, от чего страдают украинские компании – от российской агрессии. А Зеленский при этом говорит, что Украина хочет мира, но если Россия не отвечает взаимностью, то Киев собирается демонстрировать силу. Но для этого нужен американский пакет сдерживания. Предлагаю послушать. Президент Трамп, вся Америка и Европа знают, что мы хотим мира и окончания войны. Но русские понимают только силу. Поэтому только сильные санкции и только сильное оружие. Мы готовы к действиям, к демонстрации силы. Я помню, что у нас был мощный пакет сдерживания до того, как президент Трамп стал президентом. Я хотел, чтобы Америка продала нам такой пакет, но этого не произошло. Мы говорили с президентом Трампом об этих вещах. Я бы очень хотел, чтобы мы были сильными. Демонстрация силы заставляет Путина сесть за стол переговоров. Не факт, что нам придется использовать эту силу. Но если Россия знает о ее существовании, это уже сильный аргумент для окончания войны. Трамп не просто так дал Путину 50 дней, выдвинув свой ультиматум, пишет ABC News. По данным журналистов, одно из возможных объяснений – этот период совпадает с предполагаемой продолжительностью текущего летнего наступления России. Недавно Ахиас сообщил, что сам Путин сказал Трампу в недавнем телефонном разговоре, что намерен усиленно наступать в течение следующих 60 дней. Администрация Трампа, возможно, надеется, что Путин будет более склонен к переговорам, когда летнее наступление России исчерпает себя, особенно если оно пройдет неудачно. Усиленные санкции, если они будут введены, и значительно увеличенные поставки оружия могут постепенно подтолкнуть Путина к реальным переговорам, если его летнее наступление не принесет значительных результатов. Путин также, возможно, не верит, что у Трампа хватит терпения придерживаться жесткой линии. Российские аналитики считают, что американский президент сдуется и вернется к дипломатическому курсу, включая давление на Украину для достижения компромисса, говорится в материале. И еще одно западное медиа пишет, что Россия не выглядит встревоженной ультиматумом Трампа. Люди, близкие к Кремлю, говорят, что Путин считает себя победителем и не видит причин останавливаться без значительных уступок со стороны Украины.
Россия, похоже, не встревожена новым ультиматумом президента Трампа, направленным на прекращение войны в Украине, и придерживается своей давней позиции, что она переживет любые санкции и продолжит преследовать свои военные цели в Украине, несмотря на внешнее давление. Получит ли Украина тот самый мощный пакет сдерживания, о котором говорил Зеленский? Каковы мысли в целом у вас от всей информации, которая в последние несколько дней поступает из РФ, Украины и США? Прокомментируйте, пожалуйста, оставьте свое мнение под этим видео. Спасибо вам за каждый лайк и подписку на канал Время Прядков. А я продолжаю. Новый виток конфликта. Израиль наносит удары. Ракеты полетели по сирийской авиабазе недалеко от Дамаска. Об этом пишет издание Times of Israel. При этом перед этим эти точные удары пришлись по зданию Минобороны Сирии и президентскому дворцу в Дамаске. Объекты были атакованы фактически в прямом эфире. Израиль нанес авиаудар по Министерству обороны. Есть погибшие и раненые. Конечно, среди пострадавших есть и мирные жители, поскольку здание министерства полностью окружено гражданскими постройками. Этот трусливый акт сионистов является частью политики Израиля, через которую Нетаньяху пытается уйти от своих собственных проблем и вновь дестабилизировать регион. Боевые действия в Сирии возобновились после того, как бедуины при поддержке центрального правительства пошли против друзов, а Израиль, защищая интересы друзов, наносит авиаудары по Дамаску. При этом после этих ударов в Сирии заявляли, что было достигнуто перемирие между правительственными силами и друзами в Сувайде. В то же время также были сообщения, что друзы опровергали информацию о прекращении огня и перемирии и наоборот желали покончить с силами противника. Об этом также пишет Times of Israel. Мои братья, граждане Израиля из общины друзов, ситуация в Сувейде, ситуация на юго-западе Сирии очень серьезная. Армия обороны Израиля действует, военно-воздушные силы действуют, другие силы действуют. Мы предпринимаем меры, чтобы спасти наших братьев-друзов и уничтожить банды режима. И сейчас у меня к вам одна просьба. Вы, граждане Израиля, не пересекайте границу. Вы подвергаете своей жизни опасности. Вас могут убить, вас могут похитить, и вы мешаете усилиям армии обороны Израиля. США при этом заявили, что ждут деэскалации конфликта. Ситуацию в Сирии назвали сложной. Очевидно, это сложная ситуация. Это давнее историческое соперничество между различными группами на юго-западе Сирии, бедуинами, общиной друзов. Это привело к прискорбной ситуации и, похоже, к недоразумению между израильской и сирийской сторонами. Мы весь день и всю ночь вели переговоры с обеими сторонами, и мы считаем, что движемся к реальной деэскалации, а затем, надеюсь, вернемся к тому, чтобы помогать Сирии строить страну и достичь ситуации на Ближнем Востоке, которая будет гораздо более стабильной. Так что в ближайшие несколько часов мы надеемся увидеть реальный прогресс в прекращении того, что происходило в последние часы. Иран готов ударить как по Израилю, так и по силам США. Об этом заявил высший руководитель Ирана Али Хаменеи. По его словам, Тегеран готов ответить ударом на удар противников. Такое заявление прозвучало накануне, в то время как Израиль наносил удары по Дамаску. Хаменеи уверен, что Штаты скрывают потери, которые понесли после иранского удара по базам США. Наш контрудар по Америке был очень чувствительным ударом. Теперь, даст Бог, пройдет некоторое время, возможно, несколько месяцев или несколько лет, я не знаю, сколько, но цензура будет снята, и уже тогда станет ясно, что сделал Иран. Центр, который атаковал Иран, был чрезвычайно чувствительным центром для Америки в этом регионе. Трамп при этом уверяет, что Иран очень хочет заключить сделку с Вашингтоном, но дорога ложка к обеду. При этом тут же подчеркивает, что США готовы к диалогу. И они это делают. Они хотят вести переговоры. Они очень хотят вести переговоры. Мы не торопимся, потому что, знаете, мы сказали, что могли бы заключить сделку, и они должны были заключить сделку. А потом мы разбомбили к чертовой матери их различные заведения. Мы не торопимся, но если они захотят вести переговоры, мы здесь. Польша обвиняет спецслужбы Лукашенко в нападении на пограничников Варшавы на границе. В Минобороны Польши заявили, что пограничники и военные оказались под обстрелом с белорусской стороны. Им в спины летели камни, а один из нападавших метнул коктейль Молотова. Огонь вспыхнул у самого забора. Все зафиксировали камеры видеонаблюдения. В Польше при этом уверены, что произошедшее было утверждено и одобрено в кабинетах белорусских спецслужб. В официальном сообщении представителя МВД говорится о задержании иностранцев. В ходе проведенных действий были задержаны 10 иностранцев, 5 граждан Афганистана, 5 граждан Эритреи. Они находятся в распоряжении пограничной службы.
Этот инцидент возмутителен и недопустим. Я убежден, что он не мог произойти без ведома и согласия белорусских служб. Полная ответственность за этот инцидент лежит на стороне Беларуси, которая уже несколько лет ведет агрессивные действия на этом участке границы. Америка готова сжечь 500 тонн печенья. Продовольствие на $800 тысяч уйдет в топку из-за того, что у него истек срок годности. Все из-за вмешательства властей в работу USAID. Об этом пишет The Atlantic. Известно, что высококалорийное печенье было закуплено при Байдене для отправки в Афганистан и Пакистан. Оно хранилось на складе в Дубае, ожидая отправки. Новые чиновники в USAID и Госдепе попросту игнорировали запросы на распределение помощи. В мае Марко Рубио обещал спасти еду от уничтожения, но приказ на это уничтожение уже был подписан. Кстати, чтобы сжечь 500 тонн продовольствия, необходимо потратить еще $130 тысяч из кармана налогоплательщиков. При этом, по данным ООН, только в Газе сейчас миллионы детей нуждаются в срочной продовольственной помощи, и это печенье могло бы стать их шансом. The Atlantic предупреждает, что вскоре могут истечь сроки годности и у другого продовольствия, которое США собирались отправить в качестве помощи другим странам. Согласно инвентаризационным спискам USAID, за январь более 60 тысяч тонн продовольствия, закупленного властями США в рамках экстренной помощи, хранятся на американских складах по всему миру. Друзья, итак, хорошего вам дня, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк этому видео, оставляйте также свои комментарии под этим видео, и я напомню, новости за неделю собраны в плейлист, переходите и смотрите. До встречи!